Когда говорят «жизнь в Лондоне», обычно показывают совсем не это. А я покажу вам один мой самый обычный день. И вы сами решите, хотели бы вы так жить или нет. Иногда я ловлю себя на мысли, что каждый мой день выглядит примерно одинаково. Утро, сборы, дорога, школа. И в какой-то момент возникает вопрос, а в этом вообще есть смысл? И я не про Лондон, не про эмиграцию, а просто про жизнь. Мы часто думаем, что переезд все меняет, и что в другой стране просыпаешься другим человеком, рутина исчезнет, а вместо нее начнется какая-то волшебная жизнь. Но правда в том, что день все равно начинается с простых вещей, с забот, с ответственности и дороги в школу. Хорошо, нет. Хорошего дня. Кстати, немного контекста. Меня зовут Лиза, мне 32. Мы с мужем и дочкой переехали в Лондон весной 25 года. Сами мы из России, из Москвы. До этого почти 2 года жили в Германии, а еще раньше в Азии. И да, в Англии до переезда мы не были ни разу. Обычно после того, как я отвела дочку в школу, есть несколько вариантов развития событий. Я либо еду уже сразу домой и работаю из дома, это бывает чаще всего, либо я еду на какую-то очную встречу с клиентом в Лондоне, в центр, допустим, или на какой-то другой район. Или же, как сейчас, я иду работать в кафе. Вот такая у меня дорога до работы. Это Ричмонд Парк, и я иду в свое, наверное, любимое кафе в Ричмонде, называется Pembroke Lodge. Вообще, это площадка для проведения свадеб, но там спокойно можно позавтракать, покушать, пообедать, поработать. Здесь какие у нас зеленые газоны в январе. И вообще, как много зелени. То есть никогда не скажешь, что это январь. В Лондоне есть огромное количество животных, и не только вот птицы, например, но еще белочек. Лисы у нас активно здесь живут и растаскивают мусор. Наверное, самые красивые, главное, это олени. И я регулярно их вижу. Вот Ричмонд Парк, по которому я иду, здесь они в основном и водятся. Их можно просто встретить во время прогулки. Мы с вами поднялись на холм кафе. Посмотрите, какая красота. Хочу вам показать, смотрите, скамейка в память определенного человека. И в Европе это довольно частое явление, когда мы жили в Германии, тоже видели часто скамейки с табличками. Их устанавливают родственники, близкие, сюда приносят цветы в память об этом человеке. Чаще всего ставят эти скамейки в тех местах, где с этим человеком бывали, или для него это место тоже что-то значит. Каждый может взять, внести определенную сумму и установить скамейку в память о своем близком. Приходите сюда и вспоминать о нем. Итак, я беру себе кофе и круассан в кафе и сажусь работать. В 9 часов у меня первый созвон. Наверное, интересно, как я зарабатываю, да? Я маркетолог и продюсер. Я помогаю людям развивать блоги и личный бренд и продавать их услуги, товары, курсы. В октябре я открыла свое креативное агентство в Лондоне. Например, приходит ко мне психолог или художник и говорит: я хочу набрать аудиторию, продавать свой клуб. И мы с моей командой делаем весь маркетинг. Продукт продумываем, сайт и так далее. Но в душе я, знаете кто? Я режиссер. Посмотрите, как красиво я сделала традиционный английский скон со сливками и джемом. И тут в блоге я отрываюсь как могу.
Кстати, если тебе уже видео нравится, самое время меня лайкнуть и подписаться. Я пересаживаюсь в другое кафе, провела созвон. И хочу сказать, что, конечно, я в восторге от местной погоды, и все страшилки, которые были про Лондон, про Великобританию нам рассказаны, они все оказались на самом деле только страшилками. Здесь очень теплая, мягкая зима, и климат такой, что круглый год фактически все зеленое. У тебя нет вот этого монохромного периода, как, допустим, это было в Москве, когда у тебя все черно-белое, мрачное. И погода такая, что дождя действительно много, но он переменчивый. То есть то дождь, то вот выглядывает солнышко. Настало обеденное время. Круассанами сыт не будешь. Так что я нагаживаю шаги и захожу купить лекарства от аллергии. Кстати, у нас лекарства без рецептов продаются вместе с косметикой в Boots. Кстати, так часто в мусор выставляют, его потом забирают. Это типа не свалка. Ну а дальше я захожу в Ицу. Это такой неплохой азиатский фастфуд. И тут у меня начинается второй рабочий раунд. На себя работать, конечно, прекрасно, вроде бы, ты сама себе хозяйка, но это требует очень сильной самоорганизации и часто выливается в переработки, а не в свободу. Иногда я думаю, может вообще проще пойти в найм, но потом я вспоминаю, как работала журналистом, редактором в найме, и понимаю, что мои деньги, моя удовлетворенность не в работе на чужие идеи точно. Поэтому мой выбор — рисковать. Кстати, открыть бизнес в Лондоне было очень легко. Я все сделала онлайн за один день. И налоги хоть и высокие, но платятся они не с выручки, а с чистой прибыли. Ну что, мне уже пора ехать за дочкой. День сегодня напряженный, но у меня на самом деле часто такие дни. Я когда снимала, я, честно говоря, подофигела от того, какое количество вообще всего я делаю за день, от того, как в моей голове вообще помещается вся эта многозадачность и фокусирование сразу на нескольких клиентах, на том, чтобы еще снять видео, да, вам параллельно. Это реально трудно. Ну, надеюсь, у меня, по крайней мере, не будет альцгеймера, как бы скрестим пальчики. Вот такая здесь обычная жизнь. Такая же суетная, как и во многих других местах. И, может быть, у меня в какой-то момент была такая романтизация переезда, что с переездом многие вещи станут легче. В каком-то отношении так, а в каком-то нет. Безусловно, та рутина, которую я показываю вам, она лично для меня намного приятнее. За счет погоды, за счет того, что меня окружает, за счет людей, за счет общества. Ну и вообще сама возможность того, что я могу, в принципе, отложить дела и вместо работы поехать, не знаю, в центр погулять, это тоже круто, в центр Лондона. Но у меня такой возможности не было бы, если бы я не работала сама на себя, у меня был бы не свой бизнес, а я бы работала в офисе. Мне кажется, что жизнь человека в Лондоне в офисе, она немножечко менее привлекательно будет выглядеть, нежели то, что я вам показала в этом видео. Знаете, у меня периодически возникают такие мысли о том, а зачем оно вообще все? И каждый день повторяется, и повторяется вот примерно так, как вы сегодня это видели. В чем же смысл-то, да, жизни? А я вам скажу, он в этих милых моментах, когда я встречаю ребенка из школы и обнимаю ее, когда мы целуемся, прощаемся, когда я встречаю мужа с работы и делаю вкусный ужин, и мы все садимся кушать. То есть я нахожу смысл, прелесть, радость, удовольствие во всех этих моментах. Я бы находила это, наверное, везде, в любом месте в мире, потому что для меня самое ценное — это мои дорогие люди, любимые. Вся вот эта рутина, которая вокруг меня, вот такая, какая она есть, она мне нравится, и она мне помогает, знаете, не копить, наверное, раздражение на окружающую среду. То есть в принципе, мой фон общий негативный очень сильно понижен благодаря тому, что я живу в Лондоне и в Англии. И знаете, это не вопрос страны, это вопрос моих личных ценностей и того, где мне-то комфортно, что мне-то важно в обществе, да, и в окружающей среде. У меня даже видео есть на эту тему про выбор страны для иммиграции и как выбрать, не ошибиться.
как выбирать по своим ценностям, чтобы вот как раз вся эта рутина, окружающая вас, она вызывала благодать, а не раздражение. Как у тебя сегодня школа? Хорошо. Хорошо. Мгм. Что было на обед сегодня? Был рис с мясом, овощами и лепешечкой. Вкусно было? Еп. Вкусно. Кстати, большую часть времени мы с дочкой ездим в школу на велосипеде. Но в декабре и январе очень поздно светает и рано темнеет, плюс холодно. И мы пока временно пересели на автобус. И вот, кстати, вы видите традиционную очередь на автобус, которая формируется еще до прибытия автобуса. Проезд стоит 1,75 фунтов. Мне особенно нравится вечер в нашем районе, когда в домах зажигаются огоньки. Во многих окнах штор нет, и я люблю слегка подглядывать за ремонтом, что вообще делают вечером люди. И иногда я мечтаю, что один из таких домиков когда-нибудь станет нашим, и мы будем сидеть, окруженные детьми, собаками, и смотреть на свой викторианский камин. Ура, мы дома! И, кстати, иногда у дочки после школы есть теннис, плавание или английский. Иногда, как сегодня, есть время что-то почитать вместе, обсудить, что было в школе. Играть с ней и слушать ее — это для меня особое удовольствие. А что тебе больше всего нравится в школе? Мне нет того, что больше всего нравится. Я тебе могу сказать, какие мои очень любимые, которые я очень люблю, например. Кунст. Это искусство. Да. Спорт. Немецкий, возможно. Büchereistunde. Это где вы книжки читаете? Да, ну, короче, очень много всего, все почти. А что тебе не нравится в школе? Ну, практически ничего, мне все очень нравится. Было бы, честно, классно, если была бы такая школа, куда можно было бы ходить, когда хочешь, а когда не хочешь, оставаться дома. Да, было бы здорово, чтобы была такая работа, на которую можно ходить, когда хочешь, а когда не хочешь, оставаться дома, да? Да. Вот было бы здорово. Да. А на каком языке тебе проще читать и писать? Немецком. Бонжур. Это французский вообще. Знаю. Раздельная сборка мусора. Время домашних дел. Я начинаю готовить ужин и между делом отвечаю на комментарии к видео на YouTube. Я, кстати, все их читаю. На ужин сегодня будет батат. Я, кстати, слежу за питанием, стараюсь есть достаточно белка в день. И батат делаю всегда одинаково, с оливковым маслом, чесноком, травами. 50 минут в духовке, получается просто божественно. И, кстати, сахар в космос не скачет. Я иногда выкладываю такие рецепты, да и вообще много пишу о жизни в Великобритании на своем канале в Telegram. Мы стараемся ужинать все вместе, а потом обязательно пьем чай и играем в какие-нибудь настолки. Домино, карты, монополия. И, кстати, наша дочка прекрасно играет в переводного дурака и обыграет многих из вас. Эти моменты для меня самые сладкие и наполненные за весь день. И можно сказать, что вот для них я и живу. Когда дочка ложится спать, я включаю тренировку для шеи и спины. Я тренируюсь с FitStars, и там очень много тренировок. Прописаны даже калории, которые ты сжигаешь. Работа у меня сидячая, так что это просто необходимость. Мне для вас, кстати, дали промокод LizaMoves, по которому будет скидка 70%. Сейчас у FitStars акция «Новый год, новое ты». Если вы берете доступ навсегда, то вам доступны подарки за тренировки. Можно фитнес-инвентарь получить, например. Полные условия
условия есть на сайте. Ссылку и промокод я оставляю в описании. После тренировки я планирую следующий день и пишу благодарности за прошедший. На ночь мы с мужем смотрим сериал или фильм, если, конечно, есть настроение.